я хотела бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку, конечно же, и за ваше понимание в это очень непростое для всех нас время. Today we're going to want to talk about some of the updates, some of the new things that we have, and of course, Dr. Diego will talk about some of the academics. Сегодня я хотела бы рассказать о нескольких важных новостях из школы, а также наш доктор Диего, заместитель директора, поделится с вами новостями об учебной программе, об учебном процессе. So if you have not met me yet, I am a campus principal of COA Middle School, Dr. Tatiana Kisel, and we have Dr. Daniel Diego, he is our vice principal. Если вы еще не знакомы с администрацией средней школы, это ваша первая встреча, я хотела бы еще раз представиться. Меня зовут доктор Татьяна Кисель, я являюсь директором кампуса средней школы COA. Здесь на встрече также присутствует мой заместитель, доктор Дэниел Диего. I'm going to start off with a great week that we are planning in middle school. We call it the Great Kindness Week, and it is happening January 24 to 28. Хотелось бы начать с того, что у нас с 24 по 28 января в школе пройдет неделя милосердия. This is the week that we are planning to have some activities to teach our students to be kind to each other and show different ways of just being kind. На этой неделе мы используем все возможности для того, чтобы научить наших детей тому и напомнить им, как быть милосердными к окружающим, как проявлять сочувствие к окружающим людям. This is not a week that we just made up. It is a national Great Kindness Week. So all the schools around United States, if they would like to, they participate in this week. So we are definitely looking forward to having our students show some kindness to each other. И неделя милосердия не является чем-то, что проходит только в нашей школе. Это общая государственная неделя, которая празднуется во многих школах и проводятся мероприятия также во многих школах, поэтому мы очень рады, как школа, быть частью этого события. During this week, we also have the National School Choice Week, and this is a week where we celebrate the fact that we have a choice to pick a school. And I want to thank all of you for picking our school as the school for your children. На той же неделе с 24 по 28 января по всей стране также будет праздноваться неделя свободного выбора школы. Что это значит? Это значит, что мы как часть, как школа, которую родители выбирают, тоже будем праздновать это событие. И, конечно же, благодарим всех наших родителей, все наши семьи за то, что вы выбрали, именно сделали свой выбор в пользу нашей школы для обучения ваших детей. During this week, the students will be doing also activities, and it will be a school spirit week for them to show that they are choosing Community Outreach Academy Middle School. And one of those days will be wearing yellow and black. So those are the colors that represent school of choice. На неделе выбора школ мы будем также проводить различные мероприятия здесь в школе. И в один из этих дней всех наших учащихся мы попросим одеться в черное и желтое. Черное и желтое – это цвета как раз празднования недели выбора школы. And once again, I want to thank all of our parents for choosing COA Middle. И, конечно же, еще раз благодарим вас за то, что вы выбрали нашу школу, именно нашу школу для образования ваших детей. During the next event I want to talk about is January 10th to February 17th. We are having a winter reading challenge. So your students will receive a form, a challenge like this, and it talks about all the different fun reading challenges that they can do, such as reading a certain book or reading a poem or reading out loud, visiting the library. And this is meant to encourage our students to read more.
В нашей школе мы очень серьезно относимся к чтению, поэтому именно в месяце январе и феврале, с 10 января по 17 февраля, мы устроили специальные соревнования по чтению в нашей школе. Все ваши учащиеся должны были принести домой вот такую формочку, которую вам сейчас показали, и на этой форме отмечены различные соревнования, в которых они могут принять участие. Например, задания такие, как прочитать какую-то определенную книгу или прочитать стихотворение, посетить библиотеку и многое-многое другое. Мы хотим, чтобы чтение для наших детей было важным, но с другой стороны интересным занятием, и поэтому как раз это соревнование было устроено для того, чтобы поддержать всех наших учащихся и помочь им быть более вовлеченными в процесс чтения. When the students complete the whole page, on each box there's a parent initial, so the parents need to initial that we know that the student have done it. They return this to our library by February 17th, and everyone who completes it will get a prize. В чем состоит суть соревнования? В каждом этом окошечке, где есть определенное задание, есть место, где родитель должен поставить свои инициалы. То есть ваш ребенок выполняет задание, вы ставите инициалы. После выполнения всех заданий к 17 февраля ваш ученик может принести эту форму в библиотеку, и все, кто полностью заполнили форму, получат интересные, веселые призы. All right, now I'm going to go ahead and have Dr. Diego talk about some of the semester awards and the iReady reports that you will be seeing soon. А сейчас я приглашаю доктора Диего поговорить о наградах за первый семестр и также о тестировании iReady. Thank you, Dr. Kissel and Paulina. Thank you. Доброе утро, parents. It's always good to see you. Thank you for being here today. Доброе утро еще раз. Спасибо, что вы присоединились к нам всегда. Очень рад общению со всеми вами. Like Dr. Kissel said, I would like to talk about iReady because next week we will begin sending home reports now that we are finishing our second diagnostic. Итак, первое, о чем я хотела бы сказать, это как раз второй этап тестирования по программе iReady. Мы уже говорили об этом тестировании ранее, предупреждали, что в январе будет проходить второй его этап, и на следующей неделе все семьи начнут получать по имейлу, по почте, вернее, результаты тестирования. So what you see on the screen is one of the reports that we will be sending to all our parents. This is a family report that will show how each student has done between our first and second diagnostic. Итак, сейчас на экране вы видите примерно образец того отчета, который вы получите по почте. И на этом отчете вы увидите две даты и разницу как раз слева в результатах первого и второго тестирования вашего учащегося. This report will show parents a brief explanation of what iReady is. It will tell them about where the student's performing, if they're on grade level. It will tell them how they did in certain areas based on the assessment. And it will also show their current reading level. Итак, перед собой вы сейчас видите как раз отчет результаты тестирования по чтению по английскому языку. Вам будет видно, когда состоялось тестирование, какие были результаты в различных областях чтения и английского языка. А также внизу вы увидите уровень чтения, на котором сейчас находится ваш учащийся. This report will show how your child did on their first diagnostic and how they did on their second one, right here. Итак, вы увидите, опять же, как протестировался ваш учащийся в первый и во второй раз. And then down below further on these reports, it will show additional suggestions for families to consider and use and talk about with their child. It gives you targeted things based on how children have performed. Под рубриками, где был отмечен результат первого и второго тестирования, вы увидите также различные темы того, что вы могли бы обсудить со своим ребенком, где им требуется дополнительная поддержка или внимание к каким-то определенным областям. And then further down below, it will just show more details about how your child did in each domain area, like phonics, vocabulary, comprehension,
things like that. И в конце уже отчета тоже вы увидите подробное описание того, как учащийся протестировался в различных областях, такие как, например, словарный запас, понимание прочитанного и многое другое. Там будет подробно описано о том, как состоялось их тестирование. So we will be sending these reports out next week toward the end of the week as students finish up. We will be using these reports and other reports with classroom teachers to understand where our students are, to monitor their student achievement, and help us know where to go next and what topics and concepts we need to target more with certain students. И так что я хотела бы еще раз напомнить цели этого тестирования iReady. iReady нам помогает определять, что нужно, какая помощь нужна учащимся или в каких областях они уже достаточно преуспели. Все результаты тестирования индивидуальные будут, мы будем делиться ими с каждым учителем, то есть каждый учитель будет знать, как нужно поддерживать в классе индивидуально каждого его учащегося. Since I'm talking about iReady and student achievement, before I move on, I want to take a moment to share 2 more documents with parents to let them know what we're working on as a school based on some of these results. Поскольку мы уже затронули тему тестирования по iReady, я хотела бы показать вам еще 2 документа важных, которые мы составляем и используем для поддержки наших учащихся в школе. All right. Let me open it up. So as a school, we have developed something called our school implementation plan. And this is a school-wide goal on the things or a big topic that we need to work on with students. Итак, как школа, как организация, мы постоянно работаем над улучшением процесса нашего обучения. И мы создаем подобные документы, какой вы видите сейчас перед собой. Это документ, куда мы записываем все, над чем мы хотели бы работать и что мы хотели бы улучшать в дальнейшем. What we did is we looked at things like iReady data, student work, teacher conversations and observations, and we developed a goal all about comprehension because that's what the data was telling us our students needed support with. Мы принимаем во внимание очень многие факторы. И эти факторы включают и тестирование iReady, и другие результаты работы учащихся в классах, и общение с учителями. Очень-очень многое мы принимаем во внимание, и на основании всего этого мы составили следующую нашу цель и определили ее как цель в помощи нашим учащимся развивать их понимание в чтении. Именно понимание материала, получается, требуется по всем этим результатам для наших учащихся. So this document captures the work that we started doing with teachers. Everybody is working together to make sure that students are working towards stronger reading comprehension. And this just shows some of the things we're going to do. Итак, результаты, опять же, мы с наших наблюдений, мы делимся ими со всеми учителями, и в этом же документе мы отражаем то, как учителя начинают работать в направлении цели помощи, понимания материала нашим участникам, что они для этого делают, какие следующие шаги они будут предпринимать в классах. Based on iReady, classroom assessments, and student work, we realized that students needed help in comprehension. We have a list of things that our teachers are working on with all of our students in every content area. And then we are also looking at connecting that to writing, to text, and sources for students in every content area. Итак, как раз результаты тестирования iReady помогли нам еще раз убедиться в том, что учащимся нужна поддержка в понимании материала. И вот, как вы сейчас видели в документе, мы заставляем различные шаги к тому, каким образом мы можем эту поддержку обеспечить, а также показываем, как мы можем развить за счет понимания материала также и способности к написанию материала учащихся и многое-многое другое. And then this last document here shows what each content area will be working on for this semester, the things that they're going to be doing, the ways they're going to do that in class, and the work that they're going to analyze to see how our students are really doing with comprehension and writing to text.
И в этом документе, который вы сейчас видите перед собой, мы также показываем, как понимание материала и работа над поддержкой наших учащихся будут отражаться на различных предметах. Вы видите и истории, и математика, и многое другое. Мы указываем то, какие цели мы перед собой ставим в поддержке учащихся, что они будут делать в течение вот этого второго семестра и какие результаты мы ожидаем от наших учащихся. Dr. Gazelle and I believe deeply in collaboration, in data analysis of our student work. And that is one thing that we are working with this staff to get stronger at, to bring them together, because we know that it takes a village, that we are all in this together and we have to work together for our students. Мы, как руководство школы, я и доктор Кисель, мы уверены в том, что именно данные различные, которые мы получаем об учащихся и об их прогрессе в обучении, именно они помогают со всех сторон рассмотреть нам процесс обучения и разработать дальнейшие шаги по улучшению процесса самого и по поддержке учащихся. И для этого требуются усилия, в общем-то, всего коллектива и тоже данные, которые мы можем получить любыми путями. Thank you. Now, the next thing I would like to talk about is our semester awards assemblies, which are coming up on January 21st. И следующее, что я хотела бы обсудить сегодня, это наши церемонии награждения учащихся за первый семестр. Церемония состоится 21 января. Normally, we would hold assemblies and award assemblies in person, but with COVID and all of the challenges, we are forced to do them individually and in classrooms this year. А каким образом проходит обычно церемония награждения в школе? Конечно же, они проходят как общее собрание в обычных условиях, но в условиях, которые сложились сейчас, для соблюдения безопасности, эти собрания будут проводиться отдельно в каждом классе. So the way this will work is on January 21st, Dr. Cassell and I will visit individual classrooms and we will deliver their awards and certificates and honor the students in that class. Итак, 21 января я вместе с доктором Кисель, мы пройдем по всем классам и принесем в каждый класс награды и сертификаты за первый семестр всем учащимся, которые в этот момент в этих классах находятся. We have certificates and we have placed orders for different medals for the following awards. Все учащиеся, которые должны получить награду, получат грамоты, а также получат медали. We have principals list for students who have earned a 4.0 grade point average. We have honor roll for students who earned between 3.5 and 3.9 grade point average, and honorable mention for those that earned 3.3 to 3.49 grade point average. Итак, по баллам, которые набирают общий балл GPA, которые набирают наши учащиеся, если у учащихся выше 4, то они попадают и получают на список директора и получают грамоту от директора. Если у них этот балл от 3,5 до 3,9, то они получают почетную грамоту, а также от 3,3 до 3,49 они получают и вторую почетную грамоту второй степени. And normally we would encourage parents to show up and come to attend, but due to COVID-19 restrictions and challenges, we have to keep it only the teacher in the class and Dr. Cassell and I. Опять же, в обычных условиях мы приглашаем родителей, чтобы порадоваться, отпраздновать вместе с учащимися в этот день. Однако из-за условий пандемии мы сейчас не можем этого сделать и приглашать родителей на территорию школы. Поэтому, как я еще раз упомянул, все празднования пройдут в классах и только с учащимися. And we will be posting things online, videos and pictures, so that you can see from home. But other than that, if you have any questions or concerns or needs, please reach out, let us know, and we're happy to continue to help and talk. Мы постараемся сделать как можно больше фотографий, конечно же, в этот день, и также по возможности, может быть, снять несколько маленьких видео. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь сразу в школу с ними, и мы с удовольствием вам все объясним или поможем, если вам нужна поддержка.
Thank you. And I'll pass it back over to Dr. Cassell. I wanted to say that I am truly honored and proud of all of our students during this difficult year, and with all the independent studies and the COVID and the quarantine. I have to say that we have quite a few awards, and I'd like to say that we have 44 student principals list, 81 honor rolls, and 75 on honor roll mention. Конечно же, в это сложное время и столько уже лет, в общем-то, обучения в сложных условиях для наших детей, постоянные смены, карантина, самостоятельного обучения, я очень-очень рада тому, что у нас просто замечательные дети, и огромное количество наград будет в этом семестре. У нас 81 человек будет получать грамоты от директора, у нас будет... sorry, how many? 44 principals. 44, да, человека будет получать награда от директора, извините. 81 honor roll. 81 человек у нас будет получать почетные грамоты. И 75. И 75 учащихся будут получать почетные грамоты второй степени. So that's a lot of students, and I'm really proud of them for working hard. Очень большое число учащихся, и мы очень-очень гордимся тем, чего они достигли за этот первый семестр учебного года. All right, the next thing I want to talk about is we have a parent summit coming up, and it will be on Zoom, January 27 at 5 p.m. And during the summit, we will, of course, award some of our parents. We'll have parent recognition, and then we will have 3 workshops, and that will be strategies to promote and support literacy at home, international baccalaureate program, and career technical education pathways. Еще одно объявление очень важное хотела бы сделать. 27 января у нас пройдет саммит нашего дистрикта Gateway Community Charters для всех родителей дистрикта. Это ежегодное событие. И на этом саммите мы будем выдавать также награды некоторым родителям активным, которые участвуют в жизни нашей школы, а также все родители, которые примут в нем участие. И напоминаем вам, что саммит в этом году, конечно же, будет проходить онлайн. Все родители смогут принять участие в различных семинарах. Семинары будут посвящены поддержки учащихся дома. Еще один семинар будет посвящен теме интернационального бакалавриата. Это программа IB. А также еще один семинар будет посвящен подготовке к карьерной развитию детей и также подготовке к обучению в высших учебных заведениях. Now, everyone who wants to participate will need to register, and then we will have a QR code for that, and it will be posted on our website, and we'll put it in our Viber group and everywhere possible so you can register. Мы приглашаем всех наших родителей, конечно же, поучаствовать в этом событии, в саммите, и на нашей страничке вы можете найти QR-код, можете сосканировать его также, потому что для участия в семинаре обязательная регистрация. Мы также будем рассылать еще приглашения всем по имейлу, и текстовые сообщения будут напоминать вам на наших социальных страничках, тоже вы найдете приглашение. Поэтому следите за обновлением, пожалуйста, присоединяйтесь к саммиту и регистрируйтесь для участия. The next thing I want to talk about is COVID. So just yesterday, we changed, or not we, but the health department gave us new guidance on COVID and how to quarantine our students. So as of right now, if the student has been exposed in class to someone that is positive, they know, and that student has no symptoms of COVID and is feeling fine, they can continue going to class. Итак, очень важное объявление об указаниях, связанных с коронавирусом. Буквально вчера Департамент общественного здоровья поменял требования к посещению школы для учащихся. Первое требование, которое изменилось, касается того, что если у учащегося был контакт
с кем-то заболевшим COVID в классе, и у учащегося нет никаких симптомов, он хорошо себя чувствует, он может без дальнейших каких-то процедур продолжать посещать занятия в школе. If the student has been exposed and feeling sick, they need to stay home and get tested on the 5th day of staying home. After the 5th day, if the test is negative, the student can come back to school. If the test is positive, they need to quarantine for another 5 days and get tested on the 10th day. Если у учащегося был контакт в школе, в классе с кем-то заболевшим, и у учащегося появились симптомы, то есть он заболел сам, ему нужно оставаться дома в течение 5 дней и сделать тест на 5-й день. По результатам теста, если тест был отрицательным, учащийся может вернуться к обучению в школу на следующий день после 5-го дня. Если тест был положительным, то учащийся должен оставаться дома на карантине еще 5 дней, сделать тест на 10-й день, и уже по его результатам будет видно, может ли он вернуться в школу. So the student that is feeling ill or have COVID system needs to take a test every 5 days until they have a negative test. Once they have a negative test, they can come back. Итак, в чем заключается новое правило и смысл его? Оно заключается в том, что учащийся, заболевший симптомами, должен оставаться дома и делать тест каждые 5 дней. Если на 5-й день, на 10-й день и так далее у него будет негативный, наконец, отрицательный результат, тогда он может вернуться на занятия. If the student has been exposed at home because someone is sick at home, and because at home we don't normally wear masks, the student, even whether they're not feeling well or they're perfectly fine, they still need to quarantine for 5 days and take a test on the 5th day. Итак, если учащийся имел контакт тесный с кем-то заболевшим дома. Дома у нас другие условия, дома мы не носим масок, поэтому здесь правила поменялись в другую сторону. То есть если контакт был дома, учащийся, вне зависимости от того, есть ли у него симптомы или их нет, он прекрасно себя чувствует, все равно должен оставаться дома на карантине в течение 5 дней и сделать тест на 5-й день. If the student has a negative test, they can come to school. If it is positive, they need to stay home for another 5 days and take the test again. В этом случае правила по результатам теста те же самые. Если на 5-й день был сделан тест и он оказался отрицательным, тогда учащийся может возвращаться к занятиям в школу. Если тест оказался положительным, то учащийся остается еще 5 дней дома и делает еще один тест на 10-й день. So just to summarize, if the student has been exposed in school and they're feeling fine, they can continue coming to school. If they've been exposed at home, but they're feeling fine, they need to still quarantine for 5 days. Итак, большая разница, чтобы подвести итог всех новых правил, большая разница заключается в том, где произошел контакт с заболевшим. Если контакт с заболевшим учащимся был в школе, в классе, то он при отсутствие всяких симптомов, если он хорошо себя чувствует, может продолжать ходить в школу. Если контакт у учащегося был дома, и он хорошо себя чувствует, и симптомов нет, ему необходимо оставаться дома в течение 5 дней и сделать тест на 5-й день. Our GCC or district nurses will no longer be providing tests for the students. So with that said, we are allowing our students to take at-home test, and so we will have a form for you to fill out that you took an at-home test. Медсестры из нашего дистрикта GCC больше не будут проводить тестирование учащихся, однако также изменения в указаниях предусматривают возможность использования домашних тестов. То есть вы можете использовать спокойно домашние тесты в домашних условиях для своих детей. При этом мы поделимся с вами специальной формой бумажной, которую нужно будет заполнять каждый раз, когда вы сделали тест. Now, we passed out
a COVID test for all students. If you have not received one, please stop by at the office. We have some more. We have one kit per each student. We are working on getting some more so that when families need those tests, then we can provide them for you, because currently the stores are all out of them. Как вы знаете, на прошлой неделе каждый наш учащийся должен был получить набор с 2 тестами бесплатный в школе. Если ваш учащийся по каким-либо причинам не получил этот набор, пожалуйста, обратитесь в офис. Этот набор за ним закреплен, вы можете его забрать. А также мы работаем над тем, чтобы получить дополнительные наборы для учащихся, для тестирования дома, потому что мы, конечно же, в курсе того, что в магазинах сейчас тестов практически нет. The other important important change is that when in one classroom, in one period, 3 or more people have a positive COVID, it could be a teacher and 2 students, it doesn't matter, but 3 or more, we have to quarantine the whole class. The whole class needs to learn from home. Еще одно важное изменение в правилах по ковиду для школ. Если в одном классе на одном уроке любом было выявлено 3 и более человек с положительным результатом на COVID, это могут быть 3 учащихся, это могут быть учитель и 2 учащихся, любая комбинация 3 и более человек на одном уроке. Весь этот класс, который был вместе, должен будет оставаться на карантине и учиться из дома. Those are just the changes that we receive. We keep getting different changes, so we will definitely let you know. I will have all this also typed up in a letter, and we will send it home so that you can have it in written form to keep track of what's happening and how to take care of all the COVID situation. Все эти указания мы получаем из органов здравоохранения нашего округа, нашего штата, поэтому мы просто, как школа, обязаны им следовать. Вы знаете, изменений этих было много за последние годы, и они будут еще приходить к нам в виде различной информации, поэтому мы просто делимся с вами этой информацией. И также я обязательно, именно вот эти вот последние правила по ковиду, они будут описаны подробно в специальном имейле, который все наши семьи в скором времени получат. I want to thank you all for taking care of your children, taking care of yourself. Do everything you can. I know a lot of children are out and sick, and a lot of staff, and we are trying our very best to support everyone we can. Спасибо еще раз за вашу поддержку с вашей стороны. И, конечно же, со своей стороны мы тоже пытаемся сделать все, что в наших силах. Сейчас очень сложный момент в школе, потому что много детей остаются дома, к сожалению, также много сотрудников, которые находятся дома сейчас на карантине или болеют. Поэтому мы прикладываем все наши усилия, чтобы поддерживать процесс обучения в школе и продолжать его для наших детей. With that said, we are starting the re-enrollment for next school year, the year 2022-2023. And this week, by Friday, your students will come home with a re-enrollment form. It is a paper with all the information and a page that you have to fill out if you would like to continue going to our school next school year. Важное объявление тоже касается того, что, как вы знаете, каждый год все наши учащиеся должны проходить перерегистрацию, и наша перерегистрация начинается в самое ближайшее время. Поэтому на этой неделе до пятницы, то есть до 14 числа, каждый учащийся принесет домой вот такую форму. Подробное описание в письме, форма специальная, которую вы должны запомнить, зелененькая. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, когда ваш ученик принесет эту форму. Если вы хотите закрепить место за вашим учащимся на следующий год в нашей школе, пожалуйста, заполните эту форму как можно скорее и верните ее в школу. The open re-enrollment is for the students that we currently have. So it's not brand new students that are coming. It's re-enrollment for all the students that are currently in elementary and COA middle. The enrollment is from January 18th to February 1st. All forms must be returned by February 1st.
Вы знаете, что все учащиеся, которые учатся сейчас в начальной школе, в средней школе, у них есть приоритет на места в нашей школе, поэтому мы начинаем процесс перерегистрации для них сначала, а не для учащихся со стороны, которые еще не учатся в нашей школе. И именно перерегистрация для наших уже учащихся будет проходить с 18 января по 1 февраля. Поэтому вот эти формы, которые я вам показала, очень важно вернуть в школу для закрепления места за вашим учащимся на следующий год до 1 февраля этого года. If you have siblings or if your children have siblings that are in 5th grade in elementary and they are coming here for 6th grade, their teachers in 5th grade will provide that form for them. And then we, once the elementary will collect all 5th grade forms, they will give it to us in middle school. А если кто-то из ваших детей учится сейчас в 5 классе в начальной школе, вам формы будут выданы в начальной школе, и учителя начальной школы соберут эти формы, передадут их уже в среднюю школу к нам, для того, чтобы дети были зачислены в 6 класс для обучения в следующем году. From February 14 to 26, we will open enrollment for everyone else. That everyone else who would like to come to our school, they're welcome to join, and we'll have forms for them as well. Также следующий этап, как раз который упомянула, это запись учащихся со стороны тех детей, которые еще не учатся в нашей школе. Может быть, вы знаете кого-то знакомых или кто-то, кто хотел бы присоединиться к обучению в нашей школе. Запись в школу будет проходить открытая для всех остальных семей с 14 по 26 февраля. Пожалуйста, следите за объявлениями и обновлениями информации. Мы будем ее продолжать распространять, и вы можете ей поделиться со всеми, кто хотел бы записать своих детей уже в открытый регистрации в нашу школу. As of right now, we are planning to open the school the way it is, no virtual. It seems like it is not, the vaccine is not fully required. No one's saying anything yet. So we will wait and see, but right now it'll be in person, no virtual. Что касается обучения в нашей школе в следующем году и планов, которыми мы делились с вами до этого в различных встречах. Пока мы планируем обучение в очном виде, виртуального обучения мы не планируем, потому что прививок пока не требуется на следующий год, поэтому все пока остается так, как оно есть. Но, конечно же, мы все знаем, информация меняется, требования могут поменяться в какое-то время, мы будем держать вас в курсе, но план сейчас открыть очное обучение на следующий 2022-2023 год. For the students going into 9th grade for next year, the Futures High School and then other high schools are open in the enrollment, and I'm not sure which date yet, but we will inform you. Because Futures High School is not part of COA Middle School, I don't have the enrollment forms, but as soon as they are open and they give us the forms, I will be more than willing to send it to our 8th graders and you will receive those forms. But at any point, you're welcome to go to their office and ask the questions. Вопрос в чате был от родителя по поводу записи в 9 класс. То есть дети, которые уже перейти должны в старшие классы в следующем году из нашего 8 класса. Все формы будут также доступны от различных старших школ, от high schools, включая и Futures High School. Обычно эти формы из Futures High School они передают к нам, и все восьмиклассники их получают каждый год, поэтому ждите обновления от своих восьмиклассников, они должны принести эту форму или поделиться еще какой-то информацией. Информация будет чуть позднее, у них запись начинается в школу чуть позднее. The question in the chat, can they, возможно ли записать ребенка 4 лет в новый класс? Are you talking about preschool? Вы говорите, вопрос в чате о записи ребенка 4 лет, это подготовительный класс или это еще детский сад, или о чем вы спрашиваете? I think that's the TK question, so TK or pre-K, yeah. That would be a question for elementary. Детский сад, yeah, it's a preschool. So we are open, elementary is open in preschool, but I do not know how by their birthday, by which date or which year they are taking yet. Итак,
вопрос о детском саде при школе или также подготовительном классе, да, они открывают в следующем году. Мы знаем, что они открывают подготовительные классы. Мы не знаем единственной информации полной, какого года рождения должен быть ребенок, чтобы попасть в этот класс в следующем году. Сейчас в чате вы увидите телефон начальной школы. Пожалуйста, позвоните туда, они вам дадут подробную и точную информацию. The other question that we have, and maybe Dr. Diego, you can give us a little information, is that we maybe Paulina, you can translate. It's the one about the English class, or? Yes. Okay. Yes, we had a question in the chat about ESL classes also, and the classes that seem to be mixed right now, and like different level students are in the same class, those who are just zero speaking English and those who actually have some knowledge already. Is it possible to split kids in groups by level to give them a little bit more opportunity, not just sit there if they know a little bit more, and just spend time in the class and actually start maybe doing something? Is that like within the class itself? So we have a class that's heavy on English learners, and there are multiple levels within that. So talking to teachers and helping them understand how to best address this, my understanding is that they are planning for multiple groups within their classes so that they can do small group work with students in different needs. I'll make sure to talk to the teachers and check in with them, but that was my understanding that that was a goal for those classes. Сейчас мы как раз, спасибо за этот вопрос, мы работаем над тем, чтобы с учителями вместе разработать как раз программы для отдельных групп внутри классов с поддержкой английского языка. Поэтому, да, в ближайшее время мы будем еще раз, я подтвержу это с нашими учителями, мы будем внутри классов, да, развивать детей на какие-то группы, и чтобы у них были различные задания на различном уровне. At this point, we will go ahead and take some questions. If you have any questions, feel free to write them in the chat or just unmute yourself. Итак, если у вас есть сейчас вопрос, как раз у вас есть возможность задать его, вы можете написать его в чате на английском или на русском языке, вы можете также нажать на свой микрофончик, задать его устно, если вам будет удобнее. We have a question again. So, is there a preschool right now for the kids 3 to 5 or not? No, we don't have it. We have kindergarten starting at 5-year-olds, but no preschools. Next year. В этом году, да, вот в этом году по вопросу детского сада при школе, в этом году детского сада и этих классов еще подготовительных нет. Это начнется со следующего 22-23 года. И вопрос еще раз лучше всего задать в начальной школе по телефону, который вы получили в чате, потому что у них более подробная и более точная информация. And remember, we're not open for 3-year-olds, only for 4-year-olds and up. Но мы тоже точно можем вам сказать, что для детей 3 лет у нас пока не будет классов, а классы будут предлагаться для детей, начиная с 4 лет. Do we have any other questions? Еще какие-либо вопросы, пожалуйста, вы можете сейчас их задать. So there's another question about the first grade. They're waiting for test results for English, so that would definitely be a question for the elementary school again. It's LPAC testing. Mm-hmm. But that's about the first graders, so like that would be again a question for elementary school. In terms of LPAC, I'll put an email. It will be Michelle Meza. She takes care of the testing. So can they email her and ask her? They can do it in Russian and someone will translate it. Итак, по всем вопросам тестирования английского в начальной школе сейчас в чате вам дадут имейл человека, который занимается этим тестированием в начальной школе. Пожалуйста, напишите ей сообщение. Вы можете написать его даже на русском языке, его переведут для нее. И вся информация по тестированию будет от Мишель Меза.
Any other questions? I would like to know about the school year and if a student came from a public school during the middle year, what will happen? All we need is we will request their file from a previous school that they attended, and the student will be placed in classes just like any other student. There's not much changes. If they are new to the school from a country, then we have to test their English level. Other than that, we look at their previous school's file. Вопрос был о учебном году, если учащийся перешел, например, из другой какой-то государственной школы к нам в школу в середине года, мы запросим, как обычно, его файл из предыдущей школы, поместим его в классы в соответствии с его уровнем, и он будет продолжать обучение здесь. Если же обучение, если учащийся приехал из другой страны, например, то будут проведены дополнительные тестирования для того, чтобы определить его уровень, и он также будет помещен в классы. So someone is asking to unmute. I will Morning, everyone. My question was regarding this. Since my kids are right now in middle school and also in elementary school, so they moved to this school in the middle of the year. So just wanted to check, are they going to be transferred to other classes when the school year ends, or they'll be staying in the same classes? So they were in our school. They moved to a different school and they're coming back. No, actually, they were in public school, but they moved in the middle of the school year to your school. Are you asking about the grade level? Are they going to stay in the same grade next year? Oh, I want to know that are they going to move to the next grade level or not? Oh, so if they were in, let's say if they were in a different school in 7th grade, when I come in the middle school, they continue being in 7th grade, and next year they go to 8th grade. Sure. Okay. Thank you so much. Mm-hmm. All right, any other questions? Еще раз, у вас есть возможность задать вопросы сейчас. Well, I would, okay. A question is about the school bus. So a family is coming to school on a public transportation every morning. We have school buses routes that they can pick up at the office, or have the student come ask at the front office for the route, the bus, where the buses go, and we will see if the bus goes into your area or not. Вопрос был о школьном автобусе. Да, у нас есть 3 маршрута школьного автобуса, которые ежедневно ездят и привозят детей в среднюю школу и в начальную школу. Поэтому, пожалуйста, попросите своего учащегося зайти в офис и взять маршрут этих автобусов. Или можете зайти сами, получить его в офисе. И по маршруту вы можете посмотреть, где находится ближайшая остановка, и, может быть, подвозить к ней или приводить к ней детей. Okay, I want to thank everyone for being here with us, and thank you for all your questions and your support and understanding. We look forward to having you next month, which will be, actually, we have to move all the way. Next month will be, sorry. February 16th, right? February 16th. We will see you February 16th.
Да, спасибо еще раз вам большое за то, что вы приходите на наши встречи каждый месяц. Нам очень важны ваши вопросы. Мы всегда рады поделиться с вами обновленной информацией каждый месяц. Спасибо за вашу поддержку, за ваше участие. Мы ждем вас на встрече в следующем месяце. В следующем месяце она будет перенесена на неделю и состоится 16 февраля. Поэтому ждем вас с нетерпением и будем рады встрече с вами в феврале. We have a quick question, Dr. Diego, this might be for you. Someone wants to have a one of the teachers' lesson plan. Or The syllabus? The syllabus, yes. They would like to see, how can they see that? So first step, reach out to the teacher and ask them. They should be able to send it right away. Students should have access to it. If that is not the case, email contact administration and I'll find a way to get it to you. But first I would say email teacher and ask them for it. They should all have one. Вопрос касался того, как получить учебный план, это называется syllabus, который есть у каждого учителя в нашем классе на весь учебный год. Во-первых, все учителя в основном выкладывали свой учебный план, этот syllabus, в Google классах у себя, поэтому спросите у вашего ученика, может быть, он покажет вам в классе, может быть, там есть место, где выложен учебный план. Если вдруг вы не смогли его там найти, то вторым шагом будет написать email самому учителю и попросить его прислать вам этот учебный план или syllabus. Если по каким-то причинам вы не нашли план в Google классе, не получили ответ от учителя или ответ вас не удовлетворил, пожалуйста, свяжитесь с администрацией, и мы вам поможем. May I ask which teacher? I might have it and can drop it here in the link if I do. Which teacher? Mr. Turner. Okay, let me see if I have it. If not, I'll make sure he has it on Google Classroom for everybody. Since he's out today, I will make sure that he has it on Google Classroom if it's not already there, but email him too. Да, мы постараемся еще раз убедиться, что каждый учитель выложил свой учебный план или syllabus, как он называется по-английски, в своем Google классе. Поэтому проверьте сегодня или, может быть, завтра. Okay. All right. Thank you, everyone. Have a great rest of the day. Stay safe out there. Спасибо.